После загрузки шортс-контента, так называемого вертикального ролика, ваши просмотры сначала резко идут вверх, и затем их рост также резко останавливается. Чаще всего ролик набирает в первые часы, минуты или даже дни буквально 1000, 2, 3 тысячи просмотров, и затем ролик больше ничего не набирает. Сегодня я расскажу, почему вертикальные ролики так быстро набирают просмотры, а затем также быстро перестают это делать, и в дальнейшем ваш ролик уже больше никогда не найдет своего зрителя. Я покажу, как работает алгоритм YouTube по отношению к вертикальным роликам, почему одни ролики так стремительно идут вверх, а другие остаются в тени. И, конечно, я дам 3 основных совета, как можно очень быстро и достаточно просто продвигать ваши короткие вертикальные ролики на просторах YouTube. Скорее всего, графики ваших роликов могут выглядеть вот так, ну или вот так. Кстати, эти графики вы легко можете найти в творческой студии своего YouTube-канала, пройдя в аналитику конкретно интересующего вас ролика. На самом деле, у алгоритмов всего 2 инструмента, и эти инструменты достаточно простые. Первый инструмент, он в принципе самый технически важный для успеха нашего короткого ролика, и я называю его изучением. Что я вкладываю в понятие изучения и что происходит с роликом, когда вы только опубликовали его на своем YouTube-канале. В первые секунды, в первые часы, может быть даже дни, на арену выходит некая фокус-группа, в которую входит определенное количество зрителей. Что это за фокус-группа? Когда вы только публикуете ваш ролик на YouTube, он начинает рекомендоваться определенной группе людей. Эта группа людей формируется случайным образом, особенно это касается маленьких каналов, где целевая аудитория еще не определена толком. Для чего это делается? Таким образом, YouTube собирает фидбэк, некую обратную связь по вашему ролику. Простым языком говоря, ваш ролик показывается группе людей, и оценивается ее реакция. Смотрели они ваш ролик, досмотрели ли до конца, не смахнули в середине ролика или в начале. Таким образом, YouTube оценивает, что делать дальше с вашим роликом, рекомендовать далее или наоборот прекращать свои тесты. В том случае, если YouTube попал в вашу аудиторию и видит положительную обратную связь, ваш зритель не выключает ролик, он досматривает его до конца, а в некоторых случаях, может быть, даже и пересматривает ваш ролик. В этих случаях с большой долей вероятности ваш ролик и дальше будет рекомендоваться большему количеству людей со схожими интересами этой фокус-группы. Ну и очевидно предположить, что в противном случае, если фокус-группа не оценила ваш контент, пролистала его или не смотрела до конца, чаще всего ролик прекращает набирать просмотры, но и следом, после изучения и тестирования, соответственно, идет уже действие. Это то, когда наши просмотры масштабируются, когда количество рекомендаций и количество людей, которые видят наш ролик, растет. Соответственно, с течением времени ваш ролик будет набирать все больше и больше просмотров. По сути, схема такая же, как в обычных горизонтальных роликах в случае с показами. Там также происходит тестирование аудитории и сбор обратной связи. Но если в том случае у нас работает обложка, наше превью ролика, который является неким крючком зрителя, который привлекает зрителей и заставляет его кликнуть на наш ролик, то в случае с вертикальным контентом обложки нету. А здесь важно в первые секунды зацепить внимание зрителя и оставить его на нашем ролике. И сейчас я расскажу про 3 основные момента, которые необходимо учитывать, когда вы создаете шортс-контент. Первый и самый главный – это анализ вашей целевой аудитории. Всегда важно анализировать вашу аудиторию, наблюдать за ее интересами, фиксировать те инструменты, которые у вас уже сработали, и исключать, наоборот, те, которые не принесли желаемого результата. Это все сделать легко в творческой студии, где вы сможете оценить определенные показатели, например, какой процент зрителей досмотрел ваш ролик, а какой закрыл. Соответственно, таким образом вы можете масштабировать удачный материал и, наоборот, исключать неудачный. Второй немаловажный фактор это, конечно, обработка видео и его монтаж. В 2023 году недостаточно просто что-то наговорить на фронтальную камеру и надеяться, что этот ролик станет вирусным. Сейчас мы не будем рассматривать конкретные инструменты, которые вы можете использовать в своих коротких роликах, но ваше видео всегда должно быть качественно снято, оно должно быть динамичным, иметь какую-либо инфографику и всегда должно с первых секунд захватывать внимание зрителей и оставлять на ролике. К тому же важно помнить, что наш вертикальный ролик — это тот же горизонтальный, только умещенный в 1 минуту. Ваш ролик должен иметь продуманную структуру сценария, который будет иметь интересное захватывающее вступление, какую-то развязку и неожиданное заключение. И, конечно,
чтобы YouTube как можно быстрее проанализировал и нашел вашу целевую аудиторию, стоит увеличить количество публикуемых вами роликов. Необходимо публиковать 1 или даже 2 ролика в день, повышая таким образом шанс на то, что вы сорвете свой джекпот и что ваш ролик улетит в космос. Сейчас я покажу статистику 2 моих клиентов, где в одном случае нам понадобилось порядка 2 месяцев, в другом случае порядка полугода для того, чтобы YouTube нащупал нашу аудиторию и чтобы наши ролики вырвались в топ. На одном канале всего один ролик собрал уже больше 500 миллионов просмотров, что принесло на канал аудиторию в размере 630 тысяч подписчиков. Вы только вдумайтесь в эти цифры. И это всего с одного ролика. В качестве итога можно сказать, что система алгоритмов коротких роликов до сих пор не идеальна, и она до сих пор находится в разработке со слов специалистов самого YouTube. То есть я уверен, что существуют различные уязвимости и погрешности, которые можно использовать с целью продвижения ваших роликов и с целью развития вашего канала. Как-то один клиент задал интересный вопрос: а что если неудачный ролик перезаливать несколько раз? То есть ваш ролик не набрал просмотры, мы его скрываем, заливаем заново, и так до тех пор, пока YouTube не найдет нашу целевую аудиторию. Так делать категорично нельзя, так как в дальнейшем ваш YouTube-канал будет с пометкой спама, и ваши последующие ролики просто-напросто не будут набирать просмотров вообще. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, касающиеся алгоритмов YouTube, алгоритмов коротких роликов, или в целом, как правильно продвигать и развивать свой YouTube-канал, чтобы он приносил не только удовольствие, но и прибыль, вы всегда можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией. Под видео я оставлю ссылочку на свой телеграм-канал. Надеюсь, видео было полезным, и оно закрыло массу вопросов, которые касаются короткого контента на YouTube. Меня зовут Влад, всем удачи и всем пока.